Следующий тоже очень популярный вопрос. Пожар в Нотр-Даме. Валерий Викторович, это случайность или преднамеренный поджог? Если поджог, в чем его смысл и частью какого управленческого процесса он является? И с какими другими событиями он связан и против кого направлен? Одно могу сказать точно. Он не случайен, даже если это не поджог. Это работа матрицы. Нотр-Дам-де-Пари, как ни крути, а является, пожалуй, самым известным символом, благодаря таланту Виктора Гюго, символом западной цивилизации. Западная цивилизация пребывает в кризисе, в глубочайшем кризисе. И вне зависимости от того, является это самовозгорание в результате реставрационных работ, а такие вполне возможно, все-таки с 1930 года процесс идет, вот, скоро уже 100 лет будет, вот, или же это поджог, это тоже очень может быть. И вот второе становится все более актуальным в свете серии масштабнейших терактов в Шри-Ланке. То есть там-то уж конкретно не могла бомба самопроизвольно взорваться. Их расставили. Конкретно удар был по католичеству. А какую религию представляет Нотр-Дам-де-Пари? Именно католическую религию. То есть налицо идет, смотрите, перед этим было в Крайстчерч, удар по мусульманам. Вот, идет планомерное раскачивание населения планеты Земля по религиозному принципу. Сделать религиозную войну. С одной стороны, нечего делать, вот эти взрывы в Шри-Ланке, нечего делать европейцам со своей культурой в этом регионе. Ну, как вы думаете, много туристов добавится теперь в Шри-Ланку из Европы после этих взрывов? Ну, а это ведь что происходит? Когда идут туристы, и вот такой вот, как бы вот, не коммерческий, а вот деловой обмен, вот, он ведет к тому, что происходит взаимоприкосновение культур, взаимовлияние культур. Это народная дипломатия, это снижение напряженности, и это движение вперед. Выстраивание в том плане, что переносятся центры концентрации управления в Иран и Китай, обозначает и другое – освобождение от той отработавшей себя культуры в этом регионе, во всем азиатском регионе. Индостан, Индонезия, вот все это, Юго-Восточная Азия, все это должно быть освобождено от влияния западной культуры. И вот такие теракты, они позволяют разойтись этим культурам между собой. То есть формат народной дипломатии, он рушится. С другой стороны, что мы имеем в Европе? Все мы прекрасно знаем, что существует план по созданию европейского исламского халифата. Именно под это дело Европа усиленно насыщается мигрантами из различных стран Азии и Африки. Перемешиваются народы, о чем Обама говорил в 2012 году. На территории Европы должны быть созданы новые государства, новые народы, новые языки. Вернее, наоборот, новые народы, новые языки и новые, соответственно, государства. То есть должно произойти переформатирование. И оно идет. Это переформатирование идет. Поэтому исключать, что Нотр-Дам-де-Пари был подожжен, ни в коем случае нельзя. Вот вообще ни в коем случае нельзя. Вот.
По одной простой причине. Соединенные Штаты, страновая элита США, вступила в противоборство по полной программе с глобальным предиктором, с глобальной элитой. На основе США, которые были инструментарием проведения глобальной политики глобального предиктора, построено все управление в мире. И вот этот инструментарий, он взбунтовался за свои интересы. Он не хочет закукливаться в границы своего государства за двумя лужами. Он хочет по-прежнему нависать над всем миром и всех грабить. Но чем спокойнее в мире, тем легче отстроить Соединенные Штаты. И Соединенным Штатам, страновой элите США, во что бы то ни стало, нужно раскачивать матрицу войны везде. Не получилось или не получается раскачивать матрицу войны в Европе, значит, мы зайдем с другого конца. Вот вам теракты в Шри-Ланке, и вот вам пожар в Нотр-Дам-де-Пари. Повторяю, там может быть поджог, но может быть и не поджог, а самовозгорание. Но в любом случае пожар в Нотр-Дам-де-Пари – это матрица. Вот многие говорят, вот это величайшее наследие культуры, надо там всем сложиться, надо объединиться для того, чтобы восстановить. Я что-то не слышал таких возгласов, чтобы восстановить памятники культуры, которые уничтожались, например, в Сирии. Но это не значит, что, как некоторые говорят, а вот на основании этого мы не должны участвовать в поддержании культурной идентичности Европы. Почему? Все памятники культуры, они самоценны. Именно поэтому есть такая война против истории, когда взрывают в Афганистане статуи Будды, когда уничтожаются памятники культуры везде, куда может добраться так называемый ИГИЛ, регулярная армия США. И мы вот про проект прерафаэлитов уже говорили. То есть найти баланс, соотношение техносферы и социальной жизни, управления социальной жизни, которую вот они видят в раннем Средневековье, так, чтобы это все построить управление во всем мире. Они это ищут. И поэтому народы, лишенные памяти, вот как сделали с Украиной, народы, лишенные памяти, они не имеют будущего, вообще не имеют будущего. Поэтому уничтожают памятники истории. А возможность, если это был поджог, создать и социальную напряженность между христианами и пришлым населением, которое в большинстве своем исповедует ислам, вот, это вполне возможно. Тем более, что заход, повторяю, организован еще и со стороны Шри-Ланки. Ведь что сейчас представляет собой Франция? Вот колыбель французской истории, пригород Парижа Сен-Дени. Там похоронены, в аббатстве Сен-Дени, похоронены практически все французские короли. Там похоронен и Карл Мартел, тот, кто защитил Европу от нашествия арабов. Но для того, чтобы провести какое-то мероприятие у его гробницы или у любых других французских королей, там нужно проводить войсковую операцию, потому что Сен-Дени – это колыбель французской истории, повторю. Сейчас полностью оккупирована пришлым населением, кого там только нет. Там перемешалась вся Азия и вся Африка. И они же ведут абсолютно асоциальный образ жизни. Это самый криминогенный район Парижа. А сколько попыток поджогов христианских церквей? И поэтому не надо, или там других актов насилия против христианских ценностей уже на территории Франции, вот, других европейских стран. Поэтому не будет ничего удивительного, если, восстанавливая Нотр-Дам, будет восстановлен не христианский собор,
а будет построена, ну, вот на этом основе перестроена, будет построена мечеть. Ну, храм Святой Софии в Стамбуле. К тому наглядный пример. Вполне возможно. Все эти варианты возможны. В любом случае, был ли это специально поджог, или же это произошло случайно, а случай – это мощное мгновенное орудие проведения, напомню, по определению Пушкина. Это матрица, и это совершенно не случайно. Это показатель того, как гибнет европейская цивилизация. Гибнет проект глобализации по-европейски. Гибнет центр концентрации управления, идеологический и концептуальный.